Представители знака зодиака, близнецы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля. Представляете, уже второй месяц на пороге лета, и время мчится. Успеваем ли мы за ним или нет? Наверное, каждый сам решает для себя. Вот давайте посмотрим, какие подсказки нам приготовили карты на эту неделю. Может быть, есть какая-то проблема или неразрешимые вопросы, глядя на карты. Таро плюс, подключив свою интуицию, вы сможете разгадать какой-то сложный пазл или принять решение. Так или иначе, надеюсь, расклад будет вам чем-то полезен. Мы ведь все равно, когда мы смотрим любой таро-прогноз, гадание, чтобы это ни было, мы думаем о чем-то своем, думаем факт. И посмотрите, с одной стороны, наверное, как по Венере, у нас могут быть какие-то вопросы о нашей личной жизни, о любви или о каком-то разочаровании. Хотя и деньги тоже. Наше как самовыражение или каким образом я могу заработать деньги. Или где там минус, плюс, что-то просчитывать, может быть, предопределять на будущее. Как будто с деньгами уже нам говорят порядок. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, поэтому какой-то прогресс по деньгам будет. И даже если вот эта девятка мечей, это карта ночного кошмара, это то, чего нет в действительности, но мы себе можем надумать. И правда, мы такого себе иногда можем надумать, если углубимся в какую-то ненужную философию, где-то там внутри застрянем. Помните, наверное, переосмыслить что-то так кратко, рационально, а вы как раз умеете. Это хорошо. Но больше, наверное, для вас сейчас, да и не только для вашего знака, для вашего, особенно потому что все-таки вот ваша стихия воздух, и ваша задача как бы не в том заключается, чтобы застревать вот в этой самой глубокой философии, а сделать прыжок вперед. Поэтому будьте где-то большим, может быть, оптимизмом, смотрите на ту реализацию, которую вы себе загадали. Каждое утро, может, начинаете, глядя на себя в зеркало, и говорить себе самому или самой: у тебя все получится, не сомневайся. Но, безусловно, знаете, увидеть то, что есть по факту, это самый лучший вариант. Потому что какая-то искаженная реальность, как будто у нас может быть. У кого-то это может быть разочаровывающая ситуация в личной жизни. Вот давайте посмотрим, что нам скажут карты. Как видят эти 7 дней, небольшой период. Второй иллюминатор для вашего знака. И повторюсь, будем реалистами. У каждого свои обстоятельства вокруг и история какая-то своя личная, жизненная. Попробуем совместить прогноз карт и нашу реальность. И первый вопрос. Что важно знать для вас, мои дорогие близнецы, вот на эту неделю? Может быть, что выйдет на повестку дня? Чему уделить внимание? Чего не избежать? Может быть, неожиданности? Чему сейчас не время? Как видят карты, или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И 3 карты по основным сферам деятельности. Дела, работа, бизнес. Вот финансы. Личная жизнь. Итак, что важно знать? Правда, тут вот именно прыжок куда-то вперед нужно делать. Восьмерка жезлов – это карта скорости, быстроты реакции где-то и известий, как и новостей. Мы можем узнать что-то такое, что было скрыто. Или это мы можем принять такое важное решение. Может быть, мы услышим информацию, и от этого будет зависеть наши последующие как и действия, так и мы себе словно стратегию какую-то можем уже заложить наперед. Может быть, еще по этой карте любая, в принципе, история какая-то в любой сфере жизни, но, тем не менее, мы откликаемся. Самый главный посыл, что мы чего-то не можем оставить на потом. Вот надо действовать без промедления. Что-то мы не должны упустить. Кто знает, в какой сфере жизни. Это вот у вас что-то такое может быть, то, что либо вас уже какое-то время словно мучило, вы ожидали, может быть, известия, может быть, документы готовы должны быть вот-вот, кто знает. Или какое-то предложение, вы ждете, что резюме, предположим, разослали, и ждете, что кто-то откликнется. Значит, даже если вдруг, предположим, вы рассылали резюме, я как вариант для примера привожу, в разные компании, в разные организации,
И здесь вы бы хотели, например, чтобы вам пришло от одной компании более, как бы, вы желали, известие, приглашение, а тут приходит какой-то альтернативный вариант. Мои дорогие, все равно это нужно использовать, каким-то образом применить к себе. Кто знает, как потом впоследствии разовьются события. Может быть, мы себе скажем спасибо, что где-то не промешкали, не протоптались на месте, а приняли важное решение. Или что-то попробовали. Чего не избежать? Радости, мои дорогие, праздника. Вообще иногда любовный треугольник проходит по этой карте. Или, может быть, есть какие-то отношения, которые не завершенные. Иногда проходят тоже по этой карте. Но чаще вот именно в этой колоде это праздник. Не избежим праздника. Стало быть, у нас что-то получится. От чего-то мы будем, может быть, на вершине от счастья. Или чем-то останемся довольны. Улыбки на лице, как будто у нас точно на этой неделе предполагаются. И значит, будут какие-то радостные события. И, может быть, от взаимодействия быстрого с той информацией, которая вам приходит, вы потом в конечном итоге себя же сами поблагодарите, что эх, какой я молодец, как-то я так быстренько мог бы просидеть на месте, а нет, вот тут я быстро воспользовался или воспользовалась какой-то информацией. И тут ведь может быть все что угодно. Знаете, иногда наша жизнь порой такие чудеса нам устраивает. Я вспоминаю, вот так два слова вам скажу. Совершенно случайно однажды решила прогуляться. Но, дойдя до автобусной остановки, поняла, что да не хочу я что-то гулять. Поеду-ка я в магазин. Потому что подошел автобус, и мне стало лень. Вот понимаете, насколько иногда важно прочувствовать подсказки шестого чувства. Я сажусь в автобус и оказываюсь совершенно случайно между двумя дамами, которые очень активно обсуждают именно тот вопрос, который меня интересует. И одна просто проболталась. То, что ей вообще-то надо было молчать. В итоге я это применила к себе, это я решала также личный вопрос много лет тому назад. И что вы думаете? Я решила его на 1000%. Понятно, что я уже не поехала даже в магазин, я поехала в исполком. Но это было давно. Так вот, тем не менее, понимаете, цена вопроса. Вот что-то подобное из области иррационального или какой-то парадоксальной ситуации может быть и у вас. И чтобы получить вот эту самую радость, праздник, вот нам, может быть, придется себя где-то так скорректировать. Ладно, чему сейчас не время? Ну, как будто, знаете, мы все бросаем старое, начинаем что-то новое. Нет вообще по этой карте чего-то такого, чтобы таило подвох или нам говорило вот точно, вот туда не ходи. Нет, это у нас по принцессе Пентаклей как раз какие-то начинания. Ну, правда, предполагается, что это какое-то самое начало, то есть элемент новизны. Поэтому, если мы говорим, что вот что-то новое мы начинаем с каким-то таким марафонским забегом, может быть, карта нам хочет сказать, но нет, тут что-то нужно, может быть, вот то, что придет вам на порог. Или, может быть, я, значит, могу, с одной стороны, предположить, что вот если мы говорим это известие, стало быть, это какое-то известие по какой-то вашей проблеме, вопросу, по отношениям, ну, в любой сфере, но то, что было уже, скорее всего, значит, мы тут можем что-то разрешить. Но сказать, что вот мы что-то начинаем вот на этой неделе и так прицеливаемся надолго, какие-то контракты, может быть, надолго заключаем и думаем, что это один раз в жизни и навсегда. Вот, пожалуй, нет. Но так это уже, если придираться к этой карте. А вообще, я должна сказать, нет никаких помех у вас, мои дорогие близнецы. А что нам помогает? Ну, рационализм нам точно помогает. Помогает нам, когда мы где-то остаемся в своих принципах. Есть, правда, какая-то история из прошлого, потому что пятерка мечей – это всегда какой-то конфликт в прошлом. Или когда мы не нашли взаимопонимания. Или это может быть и на работе какая-то ситуация, которая тоже, ну, вам она не нравится, одним словом. Но так или иначе взаимодействовать нам как будто приходится, карта это предполагает. И значит, мы должны где-то так элегантно завершить какой-то вопрос. При этом не согласиться на то, что идет вразрез где-то с нашими принципами или с тем, что мы для себя сами планируем. Но и конфликт какой-то мы не разжигаем. Мы как будто из него должны красиво выйти. Вот правда, у кого-то может проиграться тройка кубков, какая-то ситуация и в личной жизни, когда от нашего решения будет зависеть дальнейшие перспективы в принципе. Поэтому
задать себе вопрос, чего же я хочу добиться или каковы мои планы. И в зависимости от этого исходить в своих дальнейших действиях. Но рационализм, так или иначе, карта нам говорит о том, что не время для эмоций. Вот это нам помогает. Видимо, любую ситуацию, мои дорогие близнецы, вы можете увидеть, если так, вы знаете, как с высоты птичьего полета, видеть ситуацию конкретно и не допускать какой-то эмоциональной вовлеченности. И даже если нам приходится, может быть, взаимодействовать с людьми, которые нам доставили не одну неприятность, или сам по себе человек, с которым вы бы не хотели встречаться, а вас словно судьба может столкнуть. Но все равно какой-то нейтралитет мы соблюдаем, и даже если мы выходим из отношений, делаем это элегантно. По крайней мере, вот это нам помогает. Дела, работа, бизнес. Праздник после победы. Наверное, по-разному тут, конечно, вот эта 8 жезлов с информацией может проиграться, но в делах у вас определенный прогресс. А может быть, это вы правильно так вот что-то рассчитаете и будете великим дипломатом, и получится какой-то конфликт погасить раз и навсегда, даже тот, который длится долго. Тут вот как будто бы, может, еще знаете, что нам помогает, когда мы завершим какой-то конфликт. Вполне вероятно. И у кого-то это может быть как и про работу, так и про получение документов каких-то, завершение того или иного вопроса, который связан, например, с походом к чиновникам или в какие-то инстанции, самые разные. У кого-то в судебной инстанции все-таки мечи может проиграться, и вот как раз какое-то завершение, как будто близится, или какое-то медиаторство, ну все что угодно. Но вообще 4 жезлов, знаете, 4 – это основа. То есть у нас прочное положение и по делам, и по работе, и по бизнесу. Вы сами сейчас, видимо, себя ощущаете наиболее ресурсным. И у нас ничто не должно ускользать под контроль. Где-то так же и продолжайте. И как будто праздник нам уже обеспечен. Давайте посмотрим, что в финансах. А про финансы нам вот тут как раз про любовь говорят. Может быть, есть какая-то любовная история. Может быть, для кого-то из вас это просто, знаете, как помощь человека, вашего партнера по браку, может быть, или такого человека, который к вам искренне относится. Может быть, какой-то проект личный есть, особенно если вы занимаетесь творчеством каким-то, тут тоже могут вам помогать. Но есть, безусловно, взаимодействие, когда люди понимают друг друга без слов. И стало быть, есть какая-то история финансовая, но это в целом карта любви вообще-то, не страсти, кстати, а партнерских отношений именно в паре, когда в унисон думают люди. И значит, пусть нам это выпадает на финансы, и даже если вы один или одна, финансами в целом вы остаетесь довольными. И, наверное, вот эта 8 пентаклей, которая переворачивалась у нас перед раскладом, она как раз и хотела сказать, что с финансами порядок. Но где-то так оно и есть. Но, может быть, есть какой-то, знаете, как план купить что-то, изменить что-то, отремонтировать что-то, или куда потратить, да, или вот приход-расход какой-то в вашей паре, или, может быть, это еще то, что вы планируете со своим любимым человеком на какой-то далекий период времени, с учетом 8 жезлов, иногда проходят у нас какие-то, ну, поскольку это быстрота, переезд, пространство, может быть и правда какое-то путешествие или отдых, и вы будете вместе дебет, кредит, да, так вот подводить баланс какой-то финансовый, что мы можем позволить, какую сумму, или, может быть, покупать что-то будете, согласовывать вместе. Вот здесь у каждого по-своему, но как будто дважды собой должны остаться довольны, мои дорогие близнецы. А вот на личную жизнь выпадает карта императрицы. Прекрасная карта, знаете, с одной стороны, это все так, как я хочу. Потому что императрица в первую очередь это карта власти. Но власти доброй. Это я о том, что мы все-таки больше на волне какой-то дипломатии, диалоговой волне. Это не монолог. Это не карта императора, когда он действует по своему плану и словно есть два мнения. Мое и неправильное. Нет, императрица, она действует более мягко, где-то завуалировано. И, кстати, это как подсказка для всех. Не важно, что меня смотрят мужчины, а у нас выпадает императрица, а не император. Значит, вам нужно с каким-то более таким мягким, аккуратным подходом решать какие-то вопросы с вашей половинкой.
или какие-то еще вопросы, которые касаются, может быть, ваших честолюбивых планов. То есть, если мы на чем-то настаиваем, вряд ли мы тут чего-то добьемся. Ну, а если так вот где-то аккуратно, да, в какой-то диалоговой форме, да, нет ничего невозможного, мы получим то, что мы хотим, и плюс еще что-то. Ну, вообще, это карта баланса по всем сферам жизни. Когда у нас и личная жизнь в порядке, у нас как-то все согласовано, понятно, когда по финансам тоже стабильность, безусловно, когда творческие проекты, безусловно, тоже у нас сбываются, потому что часто во многих колодах императрица показана беременной, то есть она плодовита, имеется в виду не только буквально беременность, а какой-то наш план или, может быть, проект, которому мы придаем большое значение, духовное в том числе. Почему? Потому что мы ведь к нашим, как к нашему вдохновению, так и к какому-то импульсу, посылу, да, мы тоже ведь, или то, что мы начали, например, мы как к детищу относимся, мы переживаем за наш проект, мы хотим, чтобы у нас что-то осуществилось, поэтому вот для кого-то будет и в этом тоже подсказка, но словно тут можно все вопросы порешать, закрыть какие-то непонятные, или там, где были одни вопросы, может быть, какое-то дело, подвести под тот или иной знаменатель, и остаться, главное, собой довольным и вдохновленным. По этой карте это старший аркан, и, скорее всего, не только эта неделя, которая нам обещает уже какой-то порядок или, ну, вот тот баланс по всем сферам жизни, а я могу предположить, и на последующий период такая энергетика тоже вполне возможно перейдет. Все будет зависеть от того, как мы вот этими возможностями распорядимся. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.